Продолжается кампания, развернутая Украиной в Нидерландах по поводу референдума Нидерландов, где надо сказать «да», скажи «да» ассоциации с Украиной. И множество молодых и не очень молодых людей отправлены в Нидерланды, и там они, как они себе представляют, агитируют голландцев за эту ассоциацию. Они их агитируют, упрашивают, выпрашивают, вымаливают. Предлагаю вам кое-что посмотреть. Вот как раз таки группа этих молодых людей вернулась домой. Такими флешмобами студенти агітували голландців сказати «так» угоді про асоціацію України з Європейським Союзом. Уверен, после этого просто десятки тысяч голландцев примут для себя решение. Мы будем голосовать, потому что они так классно танцуют. Это представление, знаете, ребенка, может быть, 4 лет, знаете, я залезу на табуреточку, расскажу стишок, и меня все полюбят. Да ладно, не будем, нравится людям петь «Шиги-риги, дам». Это Руслана, певица одной песни, как раз таки их вдохновила, по всей видимости. Но посмотрите на общий уровень, я не скажу развития, не хочу обидеть эту прекрасную девушку, но давайте ее послушаем. Особисто мною запитуваних відсотків 80 говорили, що будуть голосувати за. Відсотків 20 говорили, що не знають, чи будуть голосувати, чи не знають, що взагалі що таке Україна, що таке референдум. Всі інші говорили критично ні, і переконати їх не було сенсу. Извините, пожалуйста, 20% ей говорили да, 80% не знали, что такое Украина, а все остальные говорили нет. А какие остальные 20 плюс 80%? А теперь нашумевшее видео российских пропагандистов о том, что голландцев уже, мягко говоря, достали эти ребята, которые в поездах агитируют за подписание. Мы заплатили дорогую цену. Многие не пережили революцию достоинства, но мы скинули авторитарный режим. Вот посмотрите на это лицо этого товарища. Вот так это все интересно. Потому что мы любим свободу и вот этот вот тоже, он просто в захвате. Демократию. Приходите 6 апреля и голосуйте за Украину. Мы смогли побеседовать с одним из молодых людей, задать ему ряд вопросов, и вот его ответы. Это пропаганда, но тут немножко другая история. Большая часть украинцев, намного больше, чем 50%, за Евроассоциацию. То есть представители, которые за Евроассоциацию сейчас, можно сказать, высказывают мнение народа, потому что в демократии главную роль играет мнение большинства. То есть если большинство за, мы имеем право как официальную позицию высказывать за. Во-первых, Украина поднялась за Евроассоциацию, не за день, а именно за Евроассоциацию, за вот эту вот возможность подойти к европейским стандартам. Поднялась страна. Во-вторых, сейчас люди живут по принципу и показывают всеми силами, что мы украинцы, мы не часть России, и что мы хотим стать европейцами, мы хотим развить нашу страну на уровне европейском. Как по-моему, это довольно-таки хороший политический ход. Почему? Потому что правительство Нидерландов знает, во-первых, что явка будет минимальной, потому что нидерландцы не особо захотят в этом участвовать, а во-вторых, они прекрасно знают, что мнение Нидерландов довольно часто игнорировалось, и сейчас сказать, как вот это из сказки знаменитая Баба Яга против, а Нидерланды против, это возможность включить себя. Наш президент Петр Порошенко в своей предвыборной кампании показывал, что он европейски ориентирован, и мы его выбрали, и выбрали большинство. Это говорит о том, что мы поддерживаем Европу. Наше правительство сейчас немножечко симулирует реформы, то есть это говорит о том, что он немножко не выполняет свою часть своей кампании, а значит, люди, понятное дело, его не... Но это опять-таки говорит о поддержке людьми евроориентации. Самая главная реформа и самое благоприятное для Украины было то, что мы перестали быть настолько российско-ориентированы. То есть у нас треть нашего импорта и четверть экспорта были из России в Россию. Сейчас мы наполовину сократили, мы сейчас в принципе стали более европейски ориентированы, чем российская. Это очень большой труд. Скорее не экспорт в Россию упал в плане то, что мы его просто закрыли все, мы скорее стали делать больше экспорт, больше ставку на Европу. То есть не то, что мы взяли
и просто перекрыли без всяких действий. А мы просто взяли экспорт и направили в основном Китай, Европа, страны Азии. То есть мы не хотим просто рубить, и мы понимаем, что это судьбы тысяч людей и так далее. И для этого нам нужно сейчас, забирая что-то, дать что-то взамен. В программу нашей академии входит путешествие. Для чего? Во-первых, для того, чтобы увидеть нашу страну, потому что я из Востока, я не знал, какой запад моей Украины, запад моей страны. И для того, чтобы разобраться в Украине, мы много путешествуем по Украине, но нам нужно еще знать опыт других стран, поэтому мы много путешествуем по Европе, были уже в Израиле, для того, чтобы увидеть, как живут разные. И сейчас, как мы оказались в Нидерландах в тот момент, когда референдум, и мы вызвались провести здесь акт, чтобы показать всем, какие украинцы, кто мы, и что мы гибли за то, чтобы сотрудничать с Европой. И мы сейчас просто рассказываем людям и показываем, кто мы и как мы готовы бороться за будущее. Для того, чтобы показать Нидерландам в первую очередь, что мы есть какие мы, нам надо сконнектиться как минимум с 5000 людьми, то есть это все рассчитано так, что от 5000 людей это будет цепная связь, и все Нидерланды узнают о нас. Но мы хотим, чтобы это было их решение, то есть мы показали Украину. Если мы показали ее негативно, и они проголосуют против, это будет честно, это будет нормально. Но если мы показали Украину как страну, которая может встать с колен благодаря этому, то я за то, чтобы они проголосовали за. Наша организация Украинская академия лидерства финансируется фондом Western Enterprise. Была инициативная группа, которая выиграла грант на создание академии, то есть они решили, что страну надо менять, выиграли на это грант. И этот грант, это грант канадский грант, то есть канадские организации, канадская фирма. Так как я фанат плюрализма мнений, мы покажем мнение и другого человека, который тоже с Украины, но он проживает давно в Европе, и у него квадратные глаза. В общем, предоставляю его мнение. Зовут меня Сергей. Я с Одессы. Сейчас нахожусь, живу в основном в Мадриде. Но периодически бываю в Одессе, потому что у меня там семья. У меня там родственники, у меня там друзья. И знаю, как говорится, с первых рук, что там на самом деле происходит. Ну, у меня это чувство, я сегодня был еще на одном мероприятии, которое происходило в другом городе, в Гааге. Сегодня мы в Роттердаме, сейчас, видишь, там днем происходило, там украинские активисты, так сказать, тоже собирали свое мероприятие по референдуму. И там были такие же люди в таких же синих этих. Мы выяснили, они направлены сюда типа, их оплатило поездку правительство Порошенко и вроде бы кто-то, какие-то спонсоры из Канады. То есть это за деньги украинских налогоплательщиков сюда прислали одну сторону. И эта сторона, как мы поняли, я понял, например, общаясь с ребятами, что их около здесь 100 человек сейчас в Голландии. Это большущие деньги на 2 недели прислать. И вот то, что сегодня происходило, это вообще чистого рода пропаганда, ну, причем она никакого не имеет отношения к правде. Ее специально готовилась под их поездку. Их поездка была, так как она была оплачена государством, так как она готовилась заранее, у людей одинаковая форма, то есть вот эти голубые курточки с надписью, которая бы должна лечь на душу голландцев, там «Свобода», «Freedom». Это видео, которое не соответствует вообще никакой действительности, «Радость на Украине». Общаясь с людьми, я вообще, честно говоря, не понял, о чем они говорят. Они говорят о каком-то процветании Украины, о том, как хорошо стало сейчас на Украине за 2 года после революции. И вообще абсолютно не в теме, не понимают, откуда эти люди. Сказано, это же дебаты. Как это так может быть? Дебаты, следовательно, должно быть равновесие. Почему нужно превалировать? Почему не было ни одного фильма показанного, ну я вот с Одессы, как убивали в Одессе там 48 человек, мирных граждан? Почему не показали, как убивали на Майдане? Снайперы откуда были? Почему до сих пор нет расследования? Чего это не показали?
Почему показывают только одну сторону? То есть у нас, грубо говоря, показывается конфетка, а что оберточка? А обертку развернешь, а там на самом деле дерьмо. Ну а теперь то, что меня особо потрясло, скажем так. Министр иностранных дел Климкин на велосипеде едет в Голландии и будет агитировать: задай мне любой вопрос. Проедет на велосипеде за ЕС. Милаха ты мой. Да, чудик нарисован у него. Ну просто класс. В связи с этим, ну, некоторые говорят позором, я не согласен. Я считаю, что это в связи с этой близостью к народу голландскому. Потому что в Украине, в своей стране, я не помню, чтобы вот министры ездили там на велосипедах, со смешными картинками стояли, людям говорили: задавай любой вопрос, я не помню. Но это и понятно, потому что наши люди, кто такое, а вот иностранцы, это те люди, перед которыми можно поунижаться, на коленях поставить, повыпрашивать у них что-то. И в связи с этим всем я хочу кое-что сказать. Всем известно, что я часто бываю в Нидерландах, мне нравятся Нидерланды, и у меня там, понятно, множество знакомств, и есть достаточно высокопоставленные знакомства, ну, это вообще по секрету, короче, и, в общем, мне сказали, просили передать, что если Климкин с парочкой заместителей в районе красных фонарей за стеклом, поисполняет там, только чтобы всем было видно, чтобы, повеселить народ, то, в общем, нормально, подпишут тогда, все будет хорошо, и на референдуме скажут да. Но только это между нами, сугубо говоря, я думаю, это унижение не станет же каким-то там особым унижением в череде остальных унижений. Кстати, я лично поддерживаю эту ассоциацию, и что показываю даже своим внешним видом. Знаете, как говорится, кто хипует, тот поймет, и внимательный тоже заметит. В общем, все, пока-пока.